показана деревня, разрушенная армией фисисов или темных, грязных, отвратительных монстров с крыльями и извивающимися телами. Героиня, которая должна была спасти деревню, Ферия, прибыла туда слишком поздно, так как не смогла найти ни одного выжившего после нападения. В отчаянии она закрывает глаза и поет песню в память о жителях деревни, погибших в тот день. Ее песня разносится по всей разрушенной деревне, где статуи, полуразрушенные здания и другие неодушевленные предметы вторят ее нежному голосу. После недолгого пения ее помощница Эллен подбегает к ней, чтобы сообщить о результатах своих поисков. Оказывается, что преемника нет, и вся деревня вымерла. Ферия в отчаянии. Она заканчивает песню и покидает деревню, чтобы навсегда исчезнуть из истории. В следующей сцене на деревню Ули нападает та же армия фисисов, которая уничтожила первую деревню. Немо, единственный выживший, видит, как монстры уничтожают его деревню и готовится либо убить их, либо погибнуть в бою. В этот момент поезд Ферии проезжает по лугам, направляясь в деревню Оли. Эллен видит огонь, идущий от поезда, и сообщает об этом своей хозяйке. Вместо того, чтобы впасть в отчаяние, Ферия меняет маршрут поезда и направляется прямо в деревню Оли. Тем временем Немо пытается найти безопасное место, чтобы спрятаться, по крайней мере до тех пор, пока не подоспеет помощь. Он видит, как монстры заживо пожирают женщину и превращают ее в монстра Фисиса, а затем бежит к железнодорожной станции, чтобы спрятаться там. Добираясь до полуразрушенной железнодорожной станции, он находит чемодан и открывает его в надежде найти там что-нибудь полезное. К сожалению, он ничего не находит. Вскоре после этого на него нападает один из монстров фисасов и зовет своих друзей, чтобы те пришли и полакомились им. Немо теряет всякую надежду на спасение и сдается на милость врагам. В этот момент к деревне приближается поезд Фарии, и она, одетая в короткую юбку, выходит из вагона. Получив всю необходимую информацию, она берет свое копье и молниеносно атакует монстров, угрожающих убить единственного выжившего в деревне. Немо видит, как героиня Академии Гранд Сид призывает своего духа-хранителя Эвномию, чтобы помочь ей справиться с монстрами. Фария уничтожает всех монстров, угрожающих Немо, и у нее появляется время, чтобы представиться ему. Оказывается, Немо — новый студент Академии Героев Гранд Сид. Познакомившись, Фария благодарит героев за то, что они помогли ей спасти хотя бы одного человека в тот день. Затем она берет Немо с собой в поезд и отправляется в Академию. Через несколько часов в поезде Фария угощает Немо черным кофе, и Немо впервые пробует кофе. Как и положено сопляку, ему не понравился вкус настоящего черного кофе, и Фария добавила в него немного сахара. Немо просит ее рассказать, почему она спасла его тогда. Фария на мгновение задумывается и говорит ему, что сделала это, потому что чувствовала необходимость защитить кого-то от этих ужасных монстров. И она была уверена, что сделала это, когда нашла его. Немо рассказывает о том, как эти уродливые твари разрушили его деревню. Но Фария рассказывает ему о своей героине Юномии, которая вместе со своими коллегами сражалась с тьмой. Много лет назад их мир был на грани уничтожения из-за злобного Нестра. Однако 7 рыцарей выступили против него и победили, тем самым восстановив мир на земле. Перед тем, как покинуть этот мир, они собрались вместе и основали Академию Гранд Сид, школу, которая защищает мир и финансируется за счет пожертвований со всего мира. Фария объясняет, что в этой школе воспитывают героев, и каждые несколько лет из числа героев выбирают 7 рыцарей, которые наследуют силу умерших героев, чтобы их наследие продолжало жить. Пока они беседуют, в деревне Ули появляется еще один физический монстр. Тем временем Фария поздравляет Немо с тем, что он стал новым учеником в школе. Через несколько мгновений появившийся ранее физический монстр бросается к поезду и сталкивает его с рельсов. Фария старается защитить Немо, однако она получает серьезные ранения. Когда появляются физические монстры, Фария берет инициативу в свои руки и нападает на монстра, разрубая его на куски. Но происходит нечто странное, и монстр восстанавливает свои разорванные части тела и нападает на Немо. Фария очень боится за ученика и продолжает сражаться с монстром, пока тот не ослабеет. Она подходит к Немо и видит, что он тяжело дышит и ослабел. Затем она окутывает их сиянием и дает время Немо, чтобы он смог найти Эллен и сбежать, пока у него еще есть шанс. К счастью, наш мальчик Немо не был трусом, поэтому он не стал искать легких путей. И тут, по счастливой случайности, Немо получает в подарок пурпурный гримуар, который он открывает, чтобы проверить его содержимое. Белый свет окутывает Немо и переносит его в другое измерение. Там он встречает королеву судьбы, которая называет себя хранительницей сада. Она спрашивает Немо, чего он хочет от жизни, и Немо отвечает, что хочет стать сильнее, чтобы защитить Верию. Когда она спрашивает, чем он готов пожертвовать, Немо предлагает свою жизнь в обмен на силу, и хранительница принимает его жертву. После этого она посылает ему дух героя и велит ему вести Немо
Немо в его борьбе с чудовищем. Немо возвращается на поле боя как раз вовремя, чтобы спасти фею от летящего на нее вагона. Затем он позволяет своему герою взять управление на себя, и фея видит, как он сияет. Немо с помощью своих отточенных навыков и точных движений использует копье Фарии и свой нож, чтобы остановить чудовище. Затем он действует вместе с Фарией, которая говорит ему синхронизировать свои действия с действиями героя, чтобы прикончить чудовище. Перед их последней схваткой Немо сливается со своим героем и использует его оружие, чтобы победить. Когда он готов, он координирует свои атаки с Фарией и уничтожает чудовище до восхода солнца. После победы над чудовищем Фария благодарит Немо за спасение и официально приглашает его в Академию Гранд Сиет. После 6-часового утомительного путешествия Немо наконец прибывает в печально известную Академию Гранд Сит, где начинается его жизнь в качестве члена отряда 7 рыцарей. В свой первый день в школе Немо знакомится с красивой и популярной Фарией, которая рада, что в их команде появился новый участник. Пока Эллен уходит, чтобы подписать бумаги о наказании за порчу школьного имущества, Фария рассказывает Немо о том, что такое ответственность и что человеческая жизнь важнее всего на свете. В этот момент мускулистый Джуу Цуруги, глава отряда 7 рыцарей, врывается в школу, таща на себе замороженного дракона из Мидленда. Немо спрашивает Джуу о его способностях, а Фария рассказывает, что Джуу – наследник героя Спайка, и его суперспособность – это управление льдом. Джуу хвастается тем, что он самый сильный из 7 рыцарей, но Немо задает ему несколько странных вопросов о монстре, которого он тащит с собой. Джуу говорит, что не стоит жалеть таких монстров, ведь они убили тысячи людей и превратили их в себе подобных. С этими словами он убегает в исследовательский институт, оставив Немо с его гидом Фарией. Немо немного удивлен, насколько могущественным может быть такой рыцарь, чтобы тащить на себе огромного дракона. В любом случае, Фария ведет Немо в кабинет 7 героев. Незадолго до их прихода 4 героев – Гаррет, этот чудак с эльфийскими ушами, Ширли, это высокомерная и заносчивая леди, Джуу, мускулистый парень, и Голден, симпатичный парень с собачьими ушами. Все прибывают на экстренное совещание, созванное их лидером Фарией, которая, как оказалось, еще и является президентом студенческого совета. Они отпускают несколько нелестных замечаний в адрес президента, который пригласил их на встречу, на которую она опоздала. Через несколько минут появляется Фария с Немо и своей помощницей Эллен. Она берет на себя ведение дискуссии и представляет Немо всей группе, не забыв упомянуть, что он новый студент и последний из 7 рыцарей. Все 4, включая самого Немо, немного шокированы таким поворотом событий. Но Фария уже приняла решение, и отступать поздно. Ширли возражает и просит Фарию пересмотреть свое решение о включении Немо в группу, не проведя с ним предварительных бесед, но Фария непреклонна. Джуу отпускает глупую шутку о том, что нужно наращивать мышцы и все такое. Но тут Фария рассказывает о контракте, который Немо заключил со своим героем во время первого сражения, и это всех шокирует. Гаррет просит Немо рассказать, как он общается со своим героем, но Немо отвечает, что он еще не до конца понимает своего героя. Гаррет начинает подозревать парня и задает ему несколько вопросов, пока Фария не вмешивается. Она просит Гаррета прекратить задавать вопросы и добавляет, что герой леди Юномия считает Немо настоящим героем, поэтому она доверяет ему. На этом она завершает встречу и просит Джо показать Немо окрестности. Джоу немного ворчит, но Фария льстит ему, рассказывая о его достоинствах, чтобы он взял Немо с собой. Во время прогулки Джоу жалуется, что ему приходится возиться с Немо, и это заставляет Немо чувствовать себя неловко. Джоу учит его, как нужно относиться к себе как к герою, и даже показывает ему некоторые статуи, воздвигнутые в честь настоящих героев прошлого. Он продолжает разговор с Немо, но потом так выходит из себя, что чуть не бьет беднягу. К счастью, библиотекарь Академии София успевает вмешаться и не дает ему этого сделать. Она представляется Немо и игнорирует мускулистого парня, который, похоже, слишком ее уважает. София рассказывает Немо немного о героях прошлого, давая ему понять, что большинство из 7 героев обрели свои силы именно в этом здании. Однако в редких случаях судьба сама приводит людей к тому, чтобы они стали героями. Немо пытается осмыслить ее слова, но потом замолкает и позволяет Джуу успокоиться, чтобы они могли нормально общаться. Джуу очень воодушевляется после встречи с Софией в тот день. Их встреча подняла ему настроение, и он закончил экскурсию с Немо позже вечером. Немо благодарит его за помощь и направляется в свою комнату, где его ждет Фария. Той ночью во время пробежки к нему является герой Джуу, Спайк, и просит убедиться, что Чжоу Юй не затаил на Немо никакой злобы. Джуу говорит ему, что не стоит слишком беспокоиться об этом, так как Немо просто пытается стать сильнее, вот и все. Тем временем Немо узнает, что он будет жить в большом общежитии вместе с Фарией и ее помощницей, и больше никого там не будет. За ужином Немо пытается понять, почему к нему относятся не так, как к остальным, и Фария объясняет ему, что он особенный и должен чувствовать себя таковым. Кроме того, это его первый день в школе, поэтому неудивительно, что он пока не может освоиться. Немо понимает, что он прав, и идет спать. На следующий день Немо посещает урок истории и после занятий выходит в коридор. Там он встречает Гаррета, странного парня, который просит его отнести флакон с синим зельем в Институт алхимии для исследований. Немо, ничего не подозревая, берет флакон и относит его в институт. Они не знали, что дракон, которого Джу держал в замороженном состоянии, уже оттаял. Придя в исследовательский
исследовательский центр, Немо находит Джу, который снова начинает его отчитывать. Вдруг раздается громкий хлопок, и они все выбегают наружу, чтобы увидеть, что дракон Джора ожил и собирается устроить погром. Джу переходит в боевой режим и призывает своего преемника помочь ему снова заморозить проклятого дракона. Он защищает Софию и ее учеников и приказывает Немо отвести их в безопасное место, пока он будет разбираться с драконом. Когда они оказываются в безопасности, Джу вступает в бой с драконом и ранит его в голову. К его удивлению, у дракона вырастает еще одна голова, и он становится намного сильнее, чем раньше. Дракон изрыгает из пасти синее пламя, и Джуд использует свою способность замораживать снег, чтобы снова ранить его. Немо появляется через несколько мгновений, чтобы помочь, и просит Джуда сказать ему, что делать. Джу пытается заставить его замолчать, но Немо не собирается отступать. Он быстро активирует свою способность героя и сдерживает монстра, чтобы дать Джу достаточно времени, чтобы заморозить рану. Джу неохотно бросается в бой и замораживает этого проклятого дракона, используя всю свою силу. Немо держится из последних сил, чтобы помочь Джу победить дракона. К счастью, Джу удалось заморозить монстра, и это помогло ему восстановить поврежденные части тела. Джу уничтожает ядро монстра, спасая тем самым всю деревню, и становится другом Немо. Он рассказывает Немо историю своей жизни и просит его остаться с ним, чтобы они могли стать непобедимым дуэтом. София, наблюдавшая за их боем из своей комнаты, наконец понимает, насколько силен Немо, и просит его прийти и спасти их. Вечером того же дня Фария получает отчет о сражении от Ширли и обсуждает с ней силу Немо. Очевидно, она боится его силы и хочет сохранить ее в тайне, поместив его в список и пристально наблюдая за ним, чтобы он не вышел из-под контроля. На следующей встрече Немо и другие члены Семи Рыцарей обсуждают недавние события, связанные с атакой монстров в их регионе. Гаррет рассказывает им о том, как сильно распространились монстры, и говорит, что они должны продолжать работать вместе, если хотят победить все увеличивающееся количество монстров. Кроме того, Фария сообщает им, что они получили финансовую помощь от других стран со всего мира и могут без труда проводить операции по защите мира. Затем она отпускает их и в качестве награды готовит для них свои фирменные крокеты. Пока остальные боятся есть ее стряпню, Немо находит ее еду очень вкусной, так как он впервые пробует крокеты. Вскоре после этого Фария приносит им еще одну порцию и уговаривает их съесть все до последней крошки, чтобы они могли насладиться крохотными пирожками, пока они еще горячие. После ужина Немо вместе с ребятами Гарретом, Джу и Гилданом, которые были очень удивлены, что он съел так много пирожков за один присест, выходит из общежития. Они немного подшучивают над ним, а потом начинают хвалить его за то, что он помог Джу победить дракона-чудовище. Джу, как всегда, перевозбужден и говорит что-то неуважительное в адрес гилды. Что-то вроде того, что он застегнул ремни, чтобы Немо не обогнал его. Их встреча заканчивается на хорошей ноте, и Немо продолжает в одиночестве смотреть на ночное небо. В это время Фетчер находит его и подходит, чтобы поздороваться. Она говорит ему, чтобы он не расстраивался из-за своей силы, а вместо этого принял ее и заставил всех гордиться собой. Немо обдумывает ее слова и решает, что делать дальше. Затем мы видим, как Джилан и Джо идут вместе, но Джо останавливается и прощается со своим другом, чтобы продолжить ночную тренировку и поддерживать себя в форме. Джилан чувствует, что отстает, и решает немного поработать в лесу, чтобы догнать остальных. Джо понимает, что его друг обиделся на его слова, когда он сравнил Джилана с Немо, и говорит Джилану, чтобы тот не думал об этом слишком много. Джилан натянуто улыбается и делает вид, что с ним все в порядке. К счастью, этот болван клюет на его уловку и возвращается в свою комнату. Через несколько мгновений Джилан собирается с мыслями и приступает к тренировке, а затем бежит к своему тайному месту. В следующей сцене Немо видит сон, в котором он оказывается в горящей библиотеке. Он оглядывается по сторонам, пытаясь понять, что происходит, и видит, что прямо перед ним стоит его герой и зовет его. Немо просыпается и понимает, что это был всего лишь сон. Но тут в дверь стучится Фария и торопит его собираться, потому что их срочно вызывают на задание. Немо делает все, что от него требуется, и присоединяется к ним на дирижабле, который отправляется на выполнение их следующей миссии. По пути Фария объясняет ему суть задания, говоря, что их вызвали в Имперскую академию. Немо выглядит растерянным и просит объяснений. Эллен продолжает, что такое задание позволяет им работать наемниками и помогать странам, которые не могут справиться с физисами, слишком сильными для их армии. Немо понимает, что к чему, и готовится к предстоящей битве. Тем временем жители города страдают от нападений физисов и даже умудряются уничтожить свое самое ценное сокровище – серебряные песочные часы. Капитан городской армии очень разочарован тем, что они не могут справиться с монстрами-физисами. Но как только они уже готовы потерять надежду, появляются 7 рыцарей и защищают всех жителей города, сражаясь с монстрами изо всех сил. Капитан городской армии немного удивлен, увидев, насколько сильны 7 рыцарей, которые уничтожают всех монстров-физисов, попадающихся им на пути. Они не просто хвастаются, они могут спасти мир, если захотят. В то время как другие герои сражаются и побеждают монстров, у Гилдана в разгар битвы заканчивается магическая сила, но он решает во что бы то ни стало одолеть последнего монстра. К сожалению, он попадает в лапы монстра, но тут на помощь приходит Джу и спасает его.
его. Затем он координирует атаки Немо, чтобы победить монстра, который чуть не убил его. Фария использует свою молнию, чтобы уничтожить остальных монстров, и битва заканчивается победой героев. По возвращении в Академию Гил'дан проходит лечение в лазарете, где медсестра, которая его лечит, замечает, что он чем-то обеспокоен. Она пытается выяснить, что происходит с этим милым парнем, но Гил'дан уходит, чтобы вернуться к тренировкам. Позже той же ночью Гил'дана видят в лесу, где он рубит деревья мечом. Его герой, однако, чувствует, что с его преемником что-то не так, но ничего не говорит. В это время Джу находит Немо на балконе и протягивает ему яблоко в знак благодарности за помощь. Затем он начинает говорить о Гил'дане и о том, что маленькому парню приходится много работать. Он принц страны, и за ним повсюду следят, поэтому для него нормально работать на износ. Джу тоже сожалеет о том, что вел себя как придурок, и сказал Гил'дану, что тот был для него обузой. Чего эти двое не знали, так это того, что Гил'дан уже исчерпал свои магические силы и был одержим злым духом в лесу. Тем не менее, Джо продолжает рассказывать Немо о своем приятеле и надеется, что Гил'дан поймет, что не стоит пытаться покончить с собой в каждом бою. Через несколько секунд они слышат, как земля содрогается, и бегут вниз, чтобы посмотреть, что произошло. Тем временем Фария докладывает о том, что произошло во время их миссии, и выслушивает жалобы своего начальника на странные привычки физика, который уничтожает песочные часы, где бы он ни находился. В конце концов, он приказывает Фарии присматривать за Немо и следить за тем, чтобы тот не потерял контроль над своими способностями. Фария заканчивает совещание и выходит из комнаты вместе со своей помощницей Эллен. Эллен жалуется, что плохо спала, и советует ей больше отдыхать, пока есть возможность. В этот момент появляется встревоженная Ширли и сообщает ей о проблеме с Гил'даном. В это время Гаррет, Немо и Джо собираются вокруг монстра, в которого превратился Гил'дан, чтобы попытаться его спасти. Сначала Немо не мог понять, как Гил'дан мог превратиться в чудовище, но потом Гаррет объясняет ему, что это происходит только тогда, когда они пытаются направить слишком много энергии, чтобы активировать свои суперспособности. Теперь, когда Гил'дан вышел из-под контроля, они должны вернуть его в нормальное состояние любыми способами. Джоу решает убить своего друга, но Немо убеждает Джоу и Гаррета, что жизнь Гил'дана так же важна, как и их собственная, и они должны спасти его, а не убивать. Пока все это происходит, Гил'дан оказывается в другом измерении. На этот раз он видит, как его поздравляют с поступлением в Академию. Гил'дан сталкивается со своей тьмой и терпит оскорбления в свой адрес. Его называют трусом за то, что он пытался сбежать. В реальной жизни Джу, Немо и Гаррет объединяются, чтобы обездвижить Гил'дана, чтобы вытащить его из тела монстра и спасти. Гил'дану удается заговорить, и он умоляет всех прикончить его, пока он не стал представлять реальную угрозу для школы. Однако в другом измерении его герой был рядом с ним, и это придало ему сил, чтобы бороться и спастись. Он приказывает своим друзьям быть готовыми вытащить его, когда он даст им знак. Джу и остальные замораживают монстра, пока Немо изо всех сил пытается вытащить Гил'дана из его тела. Когда они заканчивают, Гил'дан благодарит Немо за то, что тот спас его, когда он уже потерял надежду. Джу тоже подходит и извиняется за то, что вел себя как придурок. Гил'дан наконец прощает своего тупого приятеля и снова с ним дружит. На следующее утро Фария будет Немо, который еще спит. Немо вскоре просыпается и, споткнувшись, падает на кровать. Фария смотрит на него, и их губы оказываются совсем близко. Фария смущается, что так пристально смотрит на парня, и почти целует его. Однако она берет себя в руки и помогает Немо подняться. Приведя себя в порядок, она извиняется за свое странное поведение и говорит, что он проспал целый день. Даже Гил'дан, которому было гораздо хуже, проснулся раньше него. Фария говорит, что с Гил'даном все в порядке, и отчитывает Немо за то, что он рисковал жизнью ради того, кто, возможно, не считает его другом. Она продолжает читать лекцию о том, как правильно спасать людей, чтобы в следующий раз он не оказался на грани жизни и смерти. Немо уже устал от ее лекций и сидит на кровати. Фария поправляет ему одеяло и обещает заботиться о нем, пока он полностью не восстановится после потери магических сил, которые он потратил на спасение Гил'дана. В другом конце здания Гил'дан сидит на своей кровати и говорит своим людям, Джу и Гаррету, чтобы они перестали нянчиться с ним, пока Немо получает бесплатное лечение от президента. Гаррет становится серьезным и спрашивает, правда ли, что он не помнит, что с ним произошло до того, как он стал одержимым. Гил'дан отвечает, что он тоже не понимает, что произошло, но слава богу, с ним все в порядке, потому что это единственное, что имеет значение. Однако Гаррет не успокоился и начал подозревать, что в одержимости Гил'дана замешан кто-то еще. Если это так, то этот человек должен находиться в Академии, чтобы совершать такие странные преступления. Гаррет не был уверен, что этим человеком был Немо, но он собирался это выяснить. Пока они разговаривали, они услышали, как президент студенческого совета снова кричит из своей комнаты, потому что у нее сгорела кастрюля с кашей. Немо заходит к ней и советует убавить огонь, чтобы она могла оставить немного каши для них. Однако Мария не успевает этого сделать. Вместо этого она выключает огонь и готовит для Немо крокеты.
Она извиняется за свою неуклюжесть, но Немо, похоже, не против есть крокеты каждый день. Фария умудряется изобразить на лице улыбку, и через несколько мгновений ее кошка забредает в комнату Немо своей собственной. Немо замечает выражение ее лица и спрашивает, ее ли это кошка. Фария говорит ему, что кошка принадлежит ей, а затем уговаривает его попробовать прикоснуться к ней. Немо пытается дотронуться до кошки, но кошка не хочет, чтобы к ней прикасался такой дикарь, как Немо. Вместо этого она убежала, как самый милый котенок, которым она и является. В течение следующих нескольких часов Фария обязательно помогает Немо по хозяйству, например, купается и следит за тем, чтобы не напугать его до смерти в душе. После всего этого Фария делает передышку на кровати Немо и почти засыпает. Однако появляется ее ассистентка Эллен, которая предлагает ей еще больше работы и обращает на это ее внимание. Услышав, как ее хозяин жалуется на чрезмерный объем работы, который она получает в последнее время, Эллен советует Фария передать ей часть бумажной работы. К сожалению, Фария практичный человек и предпочла бы делать все сама, чтобы избежать ошибок. Она оставляет Немо с Эллен и возвращается в свой офис, чтобы завершить свою работу. Эллен наливает Немо чашку чая и говорит ему, чтобы он не думал слишком плохо о президенте, так как это в ее характере стараться изо всех сил помогать другим. Попивая чай, Немо спрашивает Эллен, давно ли она знает Фария. Эллен рассказывает ему историю своего происхождения. Будучи прямым потомком героя Евномии, Фария с детства готовилась стать рыцарем. И это многое объясняет о том, почему она стала рыцарем. Такой сильной сегодня. Ей нужно сосредоточиться на важных вещах и убедиться, что она хорошо справляется со своей работой. Немо боится, что он обуза для Фарии, но Эллен говорит ему, что Фария считает его очень ценным сотрудником. Когда Немо спрашивает почему, Эллен отвечает, что это потому, что он единственный выживший и единственный человек, которого она смогла защитить в тот день. Позже Фария, Гилдан, Джу и Гаррет приходят, чтобы поговорить с Немо и узнать, как у него дела. Гилдан немного подразнивает Немо и чуть не заставляет его уронить бомбу на питомца Фарии. Гаррет готовит специальный отвар, чтобы ускорить процесс выздоровления Немо, и тот быстро приходит в норму. Джу продолжает нести всякую чушь в присутствии Софии, пока та не уходит, чтобы они могли спокойно поиграть в карты. После ее ухода все веселятся и играют в карты с принцем. Немо трижды выигрывает у Гилдана в карточных играх и слушает, как они обсуждают, как вызвать своих героев и поговорить с ними, чтобы в следующий раз одержать победу. Немо становится грустно, ведь он до сих пор не знает, как вызвать своего героя. Он рассказывает своим людям о своей предполагаемой неспособности и просит у них совета. Остальные сочувствуют ему, а Гаррет называет его случай аномальным. Джу предлагает Немо спросить об этом Софиш, чтобы получить от нее ответы. Через несколько секунд в комнату входит Ширли и жалуется на шум. Фария объясняет ей ситуацию и извиняется за всех. Ширли принимает извинения и протягивает ему еще какие-то бумаги, которые нужно заполнить, напоминая, что ему нужно отдохнуть и не забывать о том, в какой тяжелой ситуации они все оказались. Барри берет бумаги и благодарит Ширли за визит. Ширли вскоре уходит и останавливается где-то по дороге, чтобы обдумать услышанное. Она подслушала разговор Немо с остальными, в котором он упомянул, что не может рассказать о своем герое. Ширли немного обеспокоена секретами Немо и идет к Эллен, чтобы провести какой-то странный ритуал, который она называет своим маленьким секретом. Вечером Ферия и Нем ловят своего кота, который свободно разгуливает по коридорам. Барри очень боится, что Ширли заметит, как кот бродит по холлу, ведь в холле нельзя держать домашних животных. Ширли и Эллен поднимаются по лестнице и замечают, что с Ферией и Немом что-то не так. К счастью, Ширли не заметила кота, который спрятался за ее спиной, и весь вечер искала своего упрямого питомца. После недолгих поисков они находят его на крыше башни. Глупый кот все-таки умудрился забраться на платформу, которая уже была неустойчивой. Понимая, что кот вот-вот упадет, Нем прыгает и ловит его, а затем бросает его в сторону Ферии, падая при этом сам. Ферия быстро соображает. Она успевает схватить его за руку, прежде чем он упадет на крышу, и просит его держаться за нее, чтобы он не упал. Однако Нем знает, что Ферия упадет вместе с ним, если будет держать его за руку. Он просит ее отпустить его, чтобы он мог упасть один, но Ферия крепко держит его за руки и в итоге падает вместе с ним. По пути вниз Немо увидел своего героя и спас их обоих от падения. Фария приходит в себя в объятиях Немо и видит, что один из них вцепился в крышу. Наконец кот успокаивается и, как и положено, прижимается к Немо. Затем Фария наблюдает за спящим Немо, потому что очень за него переживает. Ее герой Эвномия появляется перед ней и говорит, что не стоит так сильно беспокоиться о Немо. Она предупреждает ее о надвигающейся буре и надеется, что Фария готова к ней. На следующее утро Немо просыпается и идет в библиотеку, чтобы поговорить с Софией о своем герое. София, выслушав его, спрашивает, почему он так одержим желанием узнать о своем герое. Немо говорит ей, что ему кажется странным, что он до сих пор не может поговорить со своим героем, и он думает, что мог бы попросить у него помощи. София ведет его в ту часть библиотеки, где хранятся древние тексты, в надежде найти информацию о его герое. К сожалению, они ничего не находят, но София обещает продолжать поиски и очень скоро раздобудет что-нибудь о его герое. Немо благодарит ее за помощь и выбегает на улицу. Вскоре после этого Мина, одна из членов школьного совета, приходит вернуть книгу, которую она брала в библиотеке. Она спрашивает о мальчике, который только что ушел, и София рассказывает ей о Немо.
Позже президент Фария приходит в лазарет, чтобы проведать последних жертв вампиров. Она видит председателя дисциплинарного комитета Ширли и ее помощницу Мину, стоящих у кровати, пока Эллен лечит остальных. Эллен заканчивает лечить одного из раненых, а Фария осматривает следы укусов на шее пострадавшего. При ближайшем рассмотрении она обнаруживает, что человека укусил и обескровил вампир. Ширли обещает разобраться с этим и как можно скорее найти виновного. Мина, однако, пытается отговорить свою председательницу от того, чтобы она делала слишком много дел одновременно. Немо, который тоже находится там, обещает присоединиться к ним и помочь найти виновного. Фария приветствует его и просит помочь Ширли в поисках преступника. В следующей сцене Немо впервые встречается с Миной, и Мина благодарит его за то, что он вызвался помочь им в расследовании. Немо согласно кивает и относит книги, которые он взял в библиотеке, в кабинет Ширли. Пока они ищут в тексте какую-либо информацию, Ширли благодарит его за помощь, а затем спрашивает, не скрывает ли он что-нибудь. Немо спрашивает, почему она так думает, и Ширли отвечает, что он, похоже, мало что знает об Академии и 7 ночах. Однако она не настаивает и просит его пообещать, что чем бы он ни занимался, он делает это ради общего блага. После этого Немо заходит в кабинет Клэр, чтобы проверить записи о вампирах. Клэр рассказывает ему кое-что о вампирах и открывает старую книгу, чтобы найти в ней текст о вампирах. Она открывает книгу и находит то, что искала. Затем она протягивает книгу Немо, рассказывая ему о слабости вампиров, которая заключается в огне. Перед тем, как Немо уходит из офиса, она спрашивает его, не рассказывал ли Гаррет о ней, но Немо отвечает, что нет. Клэр начинает возмущаться, что Гаррет так холоден с ней. Немо игнорирует ее и, выйдя из офиса, видит, что Мина ждет его у входа. Он подходит к ней и вместе с ней идет домой. Однако по дороге домой Мина рассказывает ему о странном слухе, который распространился по всей школе. Слух о том, что Ширли вампир, который кусает учеников. Она изображает на лице гримасу, похожую на слезы, и добивается сочувствия Немо, как и хотела. Немо предлагает ей свою помощь, как последний дурак, и Мина просит его проводить ее до окраины леса, чтобы она могла кое-что там проверить. Немо провожает ее до окраины леса и прячется, когда слышит вдалеке голоса людей. Немо прищуривается и видит, как Ширли пьет кровь Эллен. Он пытается вмешаться, но его останавливает героиня. Когда Ширли заканчивает пить кровь, она извиняется перед Эллен, которая влюблена в нее. Но Эллен гладит ее по голове, говоря, что не стоит беспокоиться о потере крови, ведь она может восстановить клетки. Ширли чувствует себя комфортно со своей партнершей, но Мина специально наступает на ветку, чтобы предупредить ее. Ширли слышит хруст ветки и быстро оборачивается, чтобы напасть на нарушителя. Поняв, что ее обнаружили, Ширли убегает. Немо бежит за ней, чтобы догнать ее. Ширли, с другой стороны, получает наставление от своего героя, чтобы она перестала убегать и посмотрела в лицо своим страхом, чтобы стать настоящим мастером огня, преодолев свой самый большой страх. Немо догоняет ее в лесу и спрашивает, не она ли стоит за нападениями на членов комитета. Ширли отвечает, что это не она, но зная, что он не станет ее слушать, она нападает на него в своем героическом обличье. Немо защищается от ее атак и слушает историю ее происхождения. Родившись в семье безобидных вампиров, Ширли всегда была вынуждена терпеть ненависть и страх людей по отношению к ее клану. Несмотря на то, что ее семья была безобидной и чистой, Ширли все равно потеряла ее из-за людей. После этой огромной потери она переезжала из города в город, чтобы выжить. Теперь, когда она нашла пристанище в школе, ей не хочется снова уходить. Немо пытается уговорить ее остаться с ними в школе, но Ширли не уверена, что это хорошая идея. В конце концов, она успокаивается и решает последовать совету Немо. Она поднимается на крышу, чтобы обсудить свой следующий шаг. И тут она видит Эллен в руках монстра физика и хватается за веревку Немо, чтобы добраться до здания, где держит Эллен. Добравшись туда, они видят Мину, которая ждет их. Оказывается, Мина тоже вампир и все это время была виновницей происходящего. Она действовала тайно, чтобы подставить Ширли и заставить ее уйти из школы. Кроме того, она также является членом секты Физис, члены которой хотят уничтожить 7 кланов, чтобы править миром. Ширли спрашивает ее, почему она до сих пор жива, ведь члены секты уже уничтожены. Мина сообщает ей, что они не уничтожены, а лишь затаились, чтобы в будущем осуществить свои планы и создать новый мир, где они будут единственными правителями. Продолжая, она предлагает Ширли стать вампиром и помочь ей уничтожить людей. Однако Ширли не предательница и не доносится. Мина принимает ее выбор и решает взять Ширли силой. Она пытается сбить Немо с ног, чтобы провести время с Ширли. Однако Немо продолжает сопротивляться и отражать ее атаки. В конце концов, он хватает Мину за руки и смотрит, как она отращивает еще одну руку. На этот раз Ширли вступает в бой и использует слабость Мины против нее. После нескольких разговоров, Ширли решает использовать слабости обеих против Мины. Немо понимает, что его герой пришел к нему на помощь и, наконец, придумывает план, как победить Мину. Он просит
Ширли удержать ее, пока он будет атаковать, и Ширли делает это. У Немо есть всего несколько минут, чтобы создать самое мощное оружие и выстрелить смертельным лучом, который он называет разрушитель Легиуса, в преступницу Мину. У Мины нет шансов, смертельный луч убивает ее мгновенно. На следующий день Ширли приводит Эллен в свою комнату, чтобы обработать ее раны. Тем временем она проверяет состояние Немо и просит его никому не рассказывать об их недавнем разговоре. Она кусает Нему шею, пробует на вкус его кровь. Странная привычка, но потом она оставляет его в покое, чтобы он мог заниматься своими делами. Через несколько дней Гаррита видит в библиотеке, где он изучает историю призрака, обитающего в старых развалинах библиотеки, которую Мина, эта идиотка, которая ополчилась на Ширли, изучала до того, как ее разоблачили. Он встречается с Софией, чтобы расспросить ее о старой библиотеке, призраке, который там обитает. София рассказывает ему о Гениусе, директоре библиотеки в те времена, когда еще стояла старая библиотека. Говорят, что старый библиотекарь Гениус был двойным агентом Физиса, но Юномия разоблачила его и оставила гнить в развалинах. До сих пор проклятие Гениуса преследует школу, и эта история очень популярна. В тот вечер, когда Гаррит выходит из библиотеки, он встречает Клэр, которая спешит к нему в кабинет, чтобы отдать ему книгу, которую он искал. Отдав ему книги, она спрашивает, почему он так интересуется старой библиотекой, но Гаррит игнорирует ее и благодарит за помощь. На следующий день Нему кажется, что вся школа пребывает в хорошем настроении. Он спрашивает Фарию, и она говорит ему, что приближается ежегодный школьный фестиваль, который отвлечет всех от войны. Пока они разговаривают, Фария ведет Нему в столовую, но почему-то не может открыть дверь. Клэр приходит им на помощь, и они садятся за один стол. Во время обеда Клэр жалуется на своего парня Гаррита, который совсем ее не замечает. Клэр признается Гаррету в любви, но Немо, похоже, не понимает, что она имела в виду. Он просит ее объяснить ему, что такое любовь, и Клэр довольно доходчиво объясняет ему это. Кроме того, она надеется, что Гаррит пригласит ее на танцы, но потом понимает, что он, возможно, не испытывает к ней никаких чувств. Немо и Фария замечают, что Клэр расстроена, и она уже готова сдаться, даже не попытавшись его пригласить. Однако Немо дает ей понять, что не стоит так быстро сдаваться. Клэр набирается смелости и приглашает Гаррита на танцы, а потом благодарит президента за помощь. Она спрашивает президента, кого она пригласит на танцы, и Фария, глядя на Немо, который не понимает, что произошло, говорит Клэр, что она может не беспокоиться о ней. Однако Клэр чувствует, что между президентом и Немо есть какая-то связь, и советует ей быть смелее в своих поступках. После обеда Немо болтает с Гилданом и Чжоу, которые спорят, кого из них пригласить на танцы. Очевидно, Чжу собирался пригласить Софию. А что касается Гилдана, то у него уже были письма от девушек, которые умоляли его пойти с ними на танцы. Немо упрекает Джу в том, что он влюблен в Софию, и советует ему быть более честным в своих чувствах. Однако Джу приходит в ярость и обращается к Немо с вопросом, пойдет ли он на танцы с президентом или нет. Не успевает наш герой ответить, как появляется Ширли и приглашает его на танцы, прямо на глазах у Гилдана и Джу. Не успевает Немо дать ей ответ, как она просит его немного подумать. Удивленные парни просят его рассказать им свой секрет, но Немо не из тех, кто ябедничает. Позже в тот же день Фария проводит собрание студенческого совета со своими коллегами, чтобы обсудить идеи для проведения фестиваля. Джу и Гилдан предлагают несколько глупых идей о том, что можно сделать, и это выводит Гаррита из себя. Он встает и выходит из зала, потому что ему кажется, что фестиваль им не нужен. Ширли, напротив, советует ему расслабиться и повеселиться, чтобы не умереть от скуки. Джу и Гилдан немного удивлены, увидев, что Ширли пытается веселиться. Но Гаррит все равно уходит, чтобы заняться более важными делами. Впрочем, его можно понять, ведь в детстве его дом разрушили монстры. Собрание продолжается, и Гаррит уходит по своим делам. Клэр ловит его одного и, наконец, заключает с ним сделку. Она помогает ему найти подсказку в старой библиотеке, а Гаррит взамен должен сопровождать ее на танцы во время студенческого фестиваля. Гаррит соглашается на ее условия и отпускает ее как слабак, каким он и является. Позже он сожалеет о своем поступке и хочет еще раз поговорить с ней. Через несколько дней наступает день X, и все пребывают в праздничном настроении. Все члены студенческого совета участвуют в организации бала, чтобы обслужить своих однокурсников, и пока что все справляются со своей работой на отлично. Фария и Немо остаются наедине, и Фария наконец приглашает Немо на танец. Однако Немо говорит ей, что его уже пригласила Ширли, и это разбивает Фарии сердце. В этот момент Ширли появляется из-под стола и говорит Немо, что он должен выбрать себе партнершу для танца. К счастью, Немо спасает один из его коллег, который зовет его в библиотеку, чтобы он принес Софиции крокеты. Немо относит еду Софиции и просит ее объяснить ему, что такое любовь и как она проявляется. Софиция проводит с ним несколько часов, рассказывая ему, что он вступает в подростковый возраст, и дает ему краткий курс лекций о том, что такое любовь и как она проявляется. Она говорит ему, что любовь не должна быть навязана кем-то другим. И, получив от Софиции немного информации, Немо принимает решение и возвращается к своим коллегам, чтобы продолжить работу. Добравшись до своего рабочего места, он спрашивает о Фарии, но Гилдан и Чжу говорят ему, что она в своем кабинете. Прежде чем отпустить его, они пытаются выяснить, с кем он пойдет на бал. Немо игнорирует их и идет к Ширли,
Когда они остаются наедине, он просит ее пригласить на бал Эллен вместо нее. Однако Ширли испугалась и не знала, как к этому отнесется Эллен. Она признается, что пригласила его из вредности и извиняется за то, что поставила его в неловкое положение. Вскоре после этого ей кто-то звонит, и она берет трубку. В это время Клэр направляется в старую библиотеку в надежде найти что-нибудь для Гаррита. Она проходит мимо ямы и падает в темный тоннель. Затем она осматривается и видит огромную дверь. Она использует свою алхимию, чтобы открыть дверь и попасть в комнату. Тем временем Немо снова встречает Ширли, и на этот раз он пытается образумить ее. Он говорит ей, что нет ничего страшного в том, что ее отвергли, главное, чтобы она попыталась. По крайней мере, теперь она не будет ни о чем жалеть. Ширли, наконец, приглашает Эллен на свидание. Она благодарит Немо за помощь и просит его пригласить президента, чтобы они могли пойти вместе. После этого она встречается с Эллен и, наконец, приглашает ее на свидание. К ее удивлению, Эллен соглашается пойти с ней. В тот вечер Немо танцует с женщиной своей мечты, а Гаррит танцует с женщиной, которая ему нравится. Он не знал, что его возлюбленная была одержима книгой с фиолетовой магией, которая уже давно хранилась в руинах. Дух из книги овладевает Клэр, но ей удается вернуться на поверхность, чтобы потанцевать с мужчиной своей мечты. Она танцует с ним всего несколько секунд, а затем полностью становится фиолетовой и падает прямо на глазах у всех на танцполе. Гаррит кричит от боли, когда до него наконец доходит, что он потерял единственного человека, который по-настоящему любил его. На следующий день все собрались под проливным дождем, чтобы присутствовать на похоронах Клэр. Пока процессия движется дальше, Немо и остальные обсуждают возможные причины произошедшего. Ширли прерывает их и читает заупокойную молитву за упокой души Клэр. Тем временем Немо находит Гаррита за стволом дерева и подходит к нему, надеясь поговорить с ним и выяснить, что он чувствует на самом деле. Гаррит, однако, просит его не беспокоиться о нем. Хотя он и расстроен тем, что девушка погибла из-за его глупости, он все же обещает найти убийцу и собственноручно расправиться с ним. Он просит Немо передать президенту его слова, когда он отправится в путь, чтобы отомстить убийце Клэр. После похорон Фария встречается со своим начальством, чтобы обсудить недавнее нападение на вулканическую гору Бурга. Услышав это название, она вспоминает, что ее спрашивали, почему их это беспокоит. Один из руководителей академии сообщает ей, что недавно там было обнаружено огромное подземное сооружение, и по их предположениям, лидер культа Эймос Джермейн тоже находится там. Кроме того, руководители показывают Фарии схему движения энергии к вулканической горе и говорят, что ублюдки, называющие себя физиками, охотятся за серебряными песочными часами в этом районе. Они должны принять меры, пока не уничтожили песочные часы или не завладели их силой. Что касается того, как они планируют это сделать, руководители советуют Фарии собрать команду из 7 рыцарей и студентов, чтобы отправиться к вулкану и уничтожить Эймоса и его ужасных монстров, пока не стало слишком поздно. Кроме того, руководители Академии советуют Фарии быть осторожнее с двойными агентами, которые находятся среди них. Обладание силой Гилдана, освобождение дракона и даже смерть Клэр – это не просто случайность, поэтому она должна что-то предпринять. Фария обещает сформировать секретный отряд для охоты на тех врагов, которые скрываются в их стенах. На этом она завершает собрание и вместе со своей помощницей выходит из зала. Эллен советует ей успокоиться и воспринимать битву с вулканом Физис как необходимость. Однако Фария боится, что не успеет подготовиться к войне с Физисом. Эллен придумывает план, как помочь всем хорошо подготовиться к предстоящей битве. Позже тем же вечером Гилдан приходит, чтобы обсудить с коллегами новый план сражения. Затем они все обращают свои взоры на Немо, прося его рассказать им что-нибудь о горе, поскольку его родной город находился неподалеку от этого места. Однако Немо лжет и говорит, что не помнит, где это было, и уходит на могилу Клэр, чтобы подумать. Софиция находит его там и начинает разговор о смерти студентки и Клэр. Софиция говорит ему, что не стоит слишком переживать, ведь его герой ему помогает. Кроме того, она чувствует, что его герой поможет им всем, когда придет время. В следующей сцене Юномия является своей преемницей Фарии и дает ей важное поручение – раскрыть правду о старой библиотеке после окончания войны. Гаррит же проводит время в библиотеке, изучая древние тексты, чтобы выяснить, что случилось с его возлюбленной Клэр. Юномия умерла от того же проклятия, что и гений, после того, как победила его в старой библиотеке. Гаррит считает, что Клэр, должно быть, умерла от того же проклятия, и он был очень зол, что это произошло. На следующее утро Немо приходит к Фарии и поет очень знакомую ей песню, спрашивая, что это значит. Фария рассказывает ему, что ее герой часто пел эту песню, и в конце концов она запомнила ее. Немо кивает в знак согласия и продолжает говорить о том, что Фария хочет сделать для всех. Фария немного сомневается в том, что выбрала такой путь. Ее отец всегда хотел, чтобы она стала преемницей своего героя, и до сих пор она думала только об этом. Однако Немо советует ей успокоиться и посмотреть, что хорошего она уже сделала. Фария понимает, что она тоже старается изо всех сил, чтобы защитить всех, и благодарит Немо за то, что он помог ей это понять. Далее Фария ведет целую армию из Академии Гранд-Сид к вулкану, чтобы сразиться с монстрами Физиса. Добравшись туда, Джу и Гилдан разделили свой отряд на две части и координировали наземные атаки, чтобы сдерживать мелких тварей, пока Фария и остальные проникали в вулкан сверху. Их план сработал, и Фарии удалось проникнуть в здание вместе с Немо, Ширли и Эллен.
Ширли расправилась с несколькими мелкими тварями, а Фария велела Эллен остаться и прикрывать их сзади. Благодаря этому плану Фарии и ее людям удалось добраться до внутренних помещений вражеской базы. Там они обнаружили лабораторию с множеством разбитых капсул. Предположительно, в этих капсулах находились искусственные люди, созданные Амосом и его командой. Они осторожно прошли по комнате и увидели одну из разбитых капсул. Прежде чем они успели осознать происходящее, появились трое злодеев, у которых тоже были герои, и это значительно усложнило им борьбу. Вожак стаи из 3 человек, Ретта, представляется преемницей великой императрицы Ирины и дает Фария и остальным понять, что они у каждого из нас есть свои герои. Не мудрствуя лукаво, Ретта и двое ее коллег, Кастра и Влок, разделили Немо и его девочек, чтобы сразиться с ними один на один. Влок сразится с Ширли, Кастр сразится с Немо, а Ретта сразится с Фарией. Тем временем евреи и остальные продолжают сражаться за пределами вулканической горы, кромсая и приправляя своих врагов. Фария проигрывает бой Раиде, но затем отказывается сдаваться. Немо понимает, что Фария в опасности, поэтому он прекращает драку с Кастрисом и спрашивает его, ценит ли он жизни своих товарищей по команде так же, как свою собственную. Кастор дает ему ответ, который он ищет, и Немо использует это, чтобы создать пылевую завесу, чтобы он мог покинуть это место и добраться до Фария. Добравшись туда, он находит Риту, которая собирается убить Фария, и останавливает ее. Немо и Фария вместе работают над тем, чтобы уничтожить Риту с помощью своих сил и оружия. К сожалению, РД оказалась слишком сильна для них, поэтому она смогла остановить их до прибытия Кастри. Кастрис называет Рта слабостью и чуть не убивает ее и Немо вместе. Тем не менее, Немо спасает Рту и говорит Касресу, чтобы он перестал выпендриваться и защитил своего партнера. В это время лидер культа Амос наблюдает за своими последователями, сидя на своем месте, и молится богине Нестре, чтобы она помогла ему найти истинного сына разрушения, когда придет время для этого. Тем временем Ферия и остальные продолжают сражаться друг с другом, а Кастра и ее люди становятся все сильнее. Гаррет наконец набирается смелости и спускается в подвал библиотеки, где была убита Клэр. Он открывает несколько дверей и оказывается в комнате с алтарем Физиса. Но прежде чем он успевает что-то выяснить, со всех сторон на него набрасываются монстры Физиса. Затем Ретта, Кастра и Волекс активируют свои способности, но вместо того, чтобы потерять контроль, как это произошло с Гилданом, они сохраняют контроль над своим состоянием одержимости. Когда Ферия спросила их, как им это удалось, сыны разрушения с гордостью ответили, что это потому, что они держали своих героев в цепях. Таким образом, они смогли использовать свою взрывную силу. Болскс атакует первым и выпускает разрушительные энергетические шары. На другом конце континента Гаррет сдерживает натиск монстров Физиса, которые пытаются напасть на него. Джо и отряд Гилдана чувствуют, что монстры Физиса становятся сильнее с каждой минутой. Амос же продолжает собирать энергию из серебряных песочных часов, чтобы пробудить истинного сына разрушения. Немо и остальные продолжают терпеть побои от идиотов, которые не доверяют своим героям. Избив Немо и его людей, Волекс и Кастра, ослепленные своей гордостью, прекращают бой, чтобы похвастаться своей силой. И что еще хуже, они заставляют Ретту смотреть на их бой, говоря, что она должна видеть, как они расправляются с этими слабаками, называющими себя 7 рыцарями. Немо побеждает их и наносит ответный удар Волексу, который очень зол из-за своего поражения. Недолго думая, Балокс создает огромный энергетический шар и стреляет им во всех, кто находится в зале, включая своего напарника Кастраса. Немо придумывает что-то в своей борьбе с ними и решает использовать это против них. Что касается тех, кто находится снаружи, то Жу и его напарник Гилдан продолжают побеждать всех монстров, которые появляются на их пути. Валекс, забыв о своей гордости, умоляет Ретту что-нибудь сделать с Немо и его людьми. Однако происходит нечто странное, когда герои в их телах начинают бунтовать. Видя, что герои скованы цепями, они восстают против своих хозяев и разрывают их на части. В то время как Волик и ее напарники корчатся от боли, Ретта продолжает сомневаться в своем существовании. Амос всегда учил их использовать своих героев, а не доверять им, чтобы они могли стать сильнее и раскрыть истинный потенциал своих героев. К сожалению, это была ложь века, и даже Амос знал это. Немо подходит к Рите и говорит ей не поддаваться этому ужасному учению, потому что он сам является доказательством. За мгновение до взрыва Кастрас говорит Рите не слушать Немо. Он понимает, что пришло его время умереть, и приближается к Фарии и Ширли, надеясь, что они погибнут вместе с ним. Однако Ширли скорее умрет сама, чем позволит этому случиться, поэтому она делает так, чтобы он взорвался и погиб в одиночестве. Перед смертью Кастрас замечает клыки Ширли и называет ее вампиром. Фария услышала его и попросила Ширли объясниться, но Ширли улыбнулась и сказала, что она должна продолжать бороться. Увидев, как умирает его напарник, Волекс очень испугался и убежал, оставив Рту с ее врагами. Ширли просит Рту принять решение сейчас или никогда, но Рта молчит, задумавшись над тем, что ей сказал Немо. Тем временем София врывается в библиотеку, где в ловушке находится Гаррет, и помогает ему справиться с монстрами, которые его там удерживают. Что касается Рты, Немо просит своих напарников преследовать Амоса и оставить его наедине с Радой. Когда Фария просит его убедиться, что с ним все в порядке, Немо говорит ей, что он справится. Фария и Ширли оставляют его наедине с Радой, а сами направляются в покой Амоса. Как только они уходят, Немо раскрывает свое истинное лицо перед Ритой. Раньше Немо был искусственным человеком, созданным Амосом, как и Рита и другие. Однако он принял решение
желание стать хорошим и следовать ему. Рита не поверила в его бред, поэтому она решила сразиться с ним. Фария и Ширли с другой стороны бегут со всех ног в покое Амоса, чтобы застать его врасплох и победить, пока не стало слишком поздно. Немо и Рита сражаются друг с другом, как Том и Джерри. В какой-то момент они оба останавливаются, и Немо говорит Рите, что она должна перестать упрямиться и просто принять своего героя таким, какой он есть. Но Рита все равно не готова отказаться от своих ценностей и своей жизни ради идеи, которая ей никогда не нравилась. В итоге Немо побеждает ее и прижимает к полу. Он бросается на нее с ножом, чтобы убить, но Ретта не сдается. И в тот момент, когда все уже кажется потерянным, ее герой вмешивается и убеждает ее принять свои силы, чтобы она могла бороться и в конце концов победить. Ретта внезапно обретает силу и излучает желтую ауру, которая отталкивает Немо. Затем она начинает спрашивать, зачем она вообще родилась, и Немо говорит ей, что она должна пойти с ним в покое Амоса, чтобы узнать это самой. Рита хвалит Немо и называет его добрым человеком, но Немо знает, что он гораздо хуже, чем просто добрый. Он ужасный лжец. Позже Воликс наконец-то добирается до трона своего господина. Он умоляет Амоса спасти его от смерти, как это случилось с его другом, но Амос говорит ему, что он просто разочарован в них. Сначала он думал, что среди них троих будет сын разрушения, но теперь, когда появился настоящий сын разрушения, он испытывает лишь презрение к Волли и его товарищам. Сказав все это, он использует силу песочных часов, чтобы убить Воликса, пока он ждет появления настоящего сына разрушения. Через несколько минут Барья и Ширли наконец добираются до его покоев и вступают с ним в схватку. Однако Амос говорит им радоваться, потому что они будут принесены в жертву своему высокому стеклянному гнезду. После того, как Гаррет и Софидия отбились от Физиса в подвале библиотеки, они ищут в большой книге правду о Немо. Судя по всему, они подозревают, что Немо может быть настоящим сыном разрушения. Гаррет разочарован тем, что он настолько потерял бдительность, что позволил одурачить себя какому-то парню, который притворялся добрым. Фария спрашивает Амоса, почему он стал таким плохим, если раньше был уважаемым человеком в своей империи. Амос говорит им, что устал от коррупции и решил очистить мир от тех, кто его разрушает. Он начинает борьбу против Ширли и Фарии, стараясь продержаться как можно дольше, чтобы они увидели, что он действительно сын разрушения. Ширли наносит Амосу рану, но вскоре понимает, что этот подонок использует силу серебряных песочных часов, чтобы оставаться в живых. Он делает это, отматывая время назад, чтобы избежать последствий нанесенной ему раны. Прежде чем продолжить основную историю, в воспоминаниях рассказывается о том, как Эллен получила способность управлять временем. Однажды она отказалась дружить с девочкой, потому что увидела ее будущее и поняла, что та скоро погибнет в результате несчастного случая. Няня Эллен тогда сказала ей, что нельзя так поступать с людьми. Однако Эллен оказалась права, и девочка действительно погибла в результате несчастного случая. Эллен всегда получала эту способность от своей героини, Ванессы, которая управляет временем. Для нее каждый прожитый день был как сценарий, который разыгрывался. Эллен всегда использовала свой дар, чтобы узнать будущее мира, а также день, когда все закончится, то есть дату, после которой она перестанет видеть будущее. До сих пор она жила спокойно, избегая всех, кого встречала, чтобы не пугать их. Однажды она впервые встретила Фарию, и та сказала, что ей предстоит сыграть важную роль в предотвращении ужасного будущего, которое она предвидела. Эллен подружилась с удивительной девушкой по имени Фария, которая училась с ней в одной школе. Тем временем Эллен тайно накапливала силу внутри себя, чтобы подготовиться к последним дням существования Земли. Однажды ночью она поговорила со своей героиней, которая предупредила ее о том, что нельзя использовать свои способности без присмотра. Эллен была готова сделать все, что потребуется, чтобы изменить будущее к лучшему для своего народа. Поэтому она не боялась пожертвовать собой ради этого. Вернемся к основной истории. Ширли и Фиа противостоят могущественным Амаям. Вскоре появляется Немо и спасает Фиа от неминуемой гибели. Амос смотрит на Немо и понимает, что это тот самый человек, которого он искал все это время. Он сын разрушения. За пределами храма Джу и Гилдану удается победить всех монстров-физиков, которые пытались украсть силу песочных часов и захватить храм. Когда все стихает, Гилдан ставит на алтарь маленькие песочные часы и оставляет все на усмотрение остальных, находящихся внутри. Джу, однако, немного удивлен, почему их держали в неведении относительно всего плана, и иногда ему кажется, что Эллен слишком много знает о том, что произойдет дальше, что кажется ему странным. Гилдан, выслушав опасения своего друга, говорит ему, что не стоит беспокоиться о глобальных событиях, пока они выполняют свою роль. В храме у Ретты случается нервный срыв, когда она узнает, что Амос использовал ее и ее коллег в качестве пешек в своем плане по поиску сына разрушения. После того, как она пытается выяснить у него некоторые факты, она замечает тело Волокса где-то рядом с Амосом и проверяет, действительно ли он убил его. Амос подтверждает, что это так, и Ретта нападает на него, превращая свою ярость в силу, чтобы сразиться с непобедимым Амосом. В какой-то момент ей удается ранить его, но Амос восстанавливает свою руку и вырубает Ретту. Затем он сталкивается с Немо, истинным сыном разрушения, и говорит ему, что он должен отказаться от попыток победить его. Вместо этого он должен принять свою судьбу и пожертвовать собой, чтобы возродить истинного бога разрушения Нестру. Этот болван
Болван также называет себя истинным героем и продолжает говорить о своих слепых ценностях и абсурдных качествах. Пока этот человек разглагольствует, Немо замечает, что он сказал что-то о проклятии, и ему становится интересно, что он имел в виду под словом «крест». В другой сцене Гаррет узнает от Софии, которая страдает от тех же симптомов, что и Клэр перед смертью, правду о проклятии. Из того, что она смогла рассказать, становится ясно, что любой может заразиться проклятием, просто узнав о нем. Гаррет очень беспокоился за свою учительницу Софию, когда сопоставил факты о смерти Клэр. Тем не менее, он готов рискнуть и заразиться проклятием, чтобы узнать больше о человеке, который его создал, о гении. Тем временем Амос продолжает избивать Немо и его напарников одного за другим. После того, как он вырубает их всех, он берет под контроль Немо своими фиолетовыми руками и поражает его фиолетовой молнией, чтобы высвободить его врожденные силы. Фария не могла ничего сделать, кроме как кричать и плакать в голос, глядя, как ее мужа разрывают на части. В этот момент появляется Эллен и не дает Амосу причинить еще больший вред Немо. Он пытается запугать ее и лишить возможности победить его. Эллен лишь улыбается и просит своего капитана оставить все как есть. Затем она поворачивается лицом к своему врагу и рассказывает ему о его ритуале и о том, как она остановит его регенеративные способности. Фария дает ей разрешение, и Эллен останавливает время с помощью магии, которую она собирала годами. С помощью этой силы она проникает в структуру песочных часов на месте ритуала и направляет ее в храм, останавливая время. Амос пытается помешать ей завершить заклинание, но уже слишком поздно, так как Эллен хорошо подготовилась к этому. Она направляет атаки Амоса обратно на него и разбивает песочные часы, которые Амос носил на руке, чтобы получить силу. Теперь, когда он больше не может регенерировать, она возвращает время в прежнее русло и теряет сознание, чтобы ее люди могли продолжить сражение. Ширли остается с ней, а Фария и Немо вступают в схватку с этим невежественным ублюдком. Несмотря на то, что Амос больше не может регенерировать, он все равно оказывает им достойное сопротивление. Немо пытается использовать свой Легиус Брейкер, но Амос быстро распознает его способности и посылает фиолетовое энергетическое копье, чтобы уничтожить его. К счастью, Рида останавливает атаку, прежде чем она достигает Немо, давая ему достаточно времени, чтобы усилить свою атаку и уничтожить Амоса Германа, лидера армии Физиса, мощным лучом энергии Легиус Брейкера, который достигает самого неба. После того, как Амос был повержен, монстры из плоти и крови пали от недостатка жизненной энергии, и Софидия увидела луч света в небе над старой библиотекой. Через несколько мгновений после того, как Немо победил своего главного врага, он и Фария решили немного отдохнуть, чтобы насладиться своей победой. В этот момент весь храм затрясся, так как он был на грани разрушения. Вместо того, чтобы последовать за 7 рыцарями в их академию, Рта решает не попадаться им в руки. Прежде чем сбежать и отправиться своей дорогой, она говорит Немо, что он должен быть готов ко всему, что может произойти теперь, когда он стал известен как сын разрушения. Фария и остальные игнорируют Рида и, наконец, выбираются из храма живыми. Их миссия увенчалась успехом, и Фария с остальными студентами могут вернуться домой и хорошенько отдохнуть. Тем временем Амос каким-то образом оживает, используя пыль времени, которую он сумел сохранить. Однако он понимает, что проклят, и не может понять, почему это происходит с ним. В этот момент перед ним появляется незнакомая женщина, очень похожая на Софидию, окруженная фиолетовой аурой, и сообщает ему плохие новости. Его жизнь была ложью, и он был всего лишь пешкой. Как оказалось, Амос все это время был обманут этой таинственной женщиной, и его использовали, чтобы разоблачить сына разрушения, которым оказался Немо. Амос не мог поверить своим ушам, когда проклятие начало распространяться по всему его телу. В конце концов он понял, что в отличие от Вукса и Кастриса, он был самым большим глупцом, который когда-либо жил на свете. Таинственная незнакомка видит, как тело Амоса превращается в прах, и рассказывает о своем плане по уничтожению мира. Не подозревая, что Ретта была рядом и слышала все, что она говорила Амосу и себе самой. Короче говоря, таинственная незнакомка сама себя выдала. Когда они возвращаются в школу, Гилдан, Джу, Бария, Немо, Ширли и Эллен попадают в окружение солдат под предводительством Гаррета. Гаррет обвиняет Немо в том, что в Академии происходят все эти ужасные вещи, а затем раскрывает, что Немо – искусственное существо, созданное Амосом и его людьми. Эллен, которая, похоже, предвидела это, вздыхает и дает начало очередному драматическому событию. Немо арестовывают и отправляют в тюрьму дожидаться суда. Примерно через день Фарию и Эллен вызывают в тюрьму, чтобы поговорить о его связи с гением и сыном разрушения. Из того, что она смогла выяснить, Немо – это тот самый человек, который заключил контракт с гением и активировал проклятие в старой библиотеке. Более того, Гаррет, который прятался и подслушивал их разговор, подходит ближе к камере Немо и обвиняет его в том, что он принес в их школу несчастье. На следующей встрече Гаррет и остальные обсуждают Немо и то, каким будет его суд. Гаррет представляет некоторые исследования, проведенные Софией, которые каким-то образом связывают Немо со всеми бедами, которые произошли в последнее время. Хуже всего то, что с его приездом в Академии активировалось проклятие старой библиотеки, и это тоже стоит отметить. Гилдан был единственным, кто не стал делать поспешных выводов и не обвинил Немо в их бедах. Он говорит, что за всем этим стоит кто-то, кто подставляет этого парня, и именно этого человека все боятся. Гаррету становится грустно, и он говорит всем, что просто хочет знать правду. Ферия и остальные выставляют Немо в плохом свете, и только Гилдану приходится следовать своим инстинктам и доказывать невиновность Немо. После собрания Гаррет заходит в камеру Немо и говорит ему, чтобы тот не пытался ничего вытворить, иначе его убьют на месте. Он также рассказывает ему о мерах предосторожности, которые они приняли, чтобы держать таких, как он, под контролем. Немо улыбается и говорит, что
не собирается использовать свое наследство. Гарет злится и разоблачает Немо. Немо говорит ему, что его рука напоминает ему о том, каким ужасным человеком он был раньше. В это время Ферия уже собиралась навестить его, но потом остановилась на полпути и спряталась, чтобы подслушать их разговор. Немо рассказывает Гарету историю своего происхождения, о том, что он был создан искусственно вместе со своими братьями и сестрами на этой базе. Тогда Амос убивал всех, кто был неудачным экспериментом, и продолжал свои опыты, как будто ничего не произошло. Настоящее я Немо пробудилось раньше, чем у остальных, и он стал свидетелем того, как Амос изображал из себя злодея перед всеми. В тот момент он боялся смерти и не хотел умирать, как неудавшийся эксперимент. Однажды он совершил прорыв, когда его герой впервые заговорил с ним. Немо воспользовался помощью, которую ему оказал его герой, чтобы сбежать с базы и стать тем Немо, которого все знают. Гарет не верит в историю, которую рассказывает ему Немо. Немо, однако, отказывается спорить с ним и вместо этого просит Гарета убить его. Гарет обнажает меч, чтобы совершить подлое убийство, но затем успокаивается и ждет своего суда. Что касается остальных, то Ширли отдыхает, прислонившись к стене, а Эллен, которая предупреждала ее, чтобы она не пыталась ничего изменить, чтобы ее не заподозрили и не разоблачили, снимает рубашку и предлагает Ширли выпить немного ее крови. Гелан, с другой стороны, находит Джува, который ждет его у дверей его комнаты. Джув выслушивает жалобы Геланы и просит его выйти на балкон. Там они обсуждают Немо и его добрые дела, которые он совершил в прошлом. Джува беспокоит рука Немо и то, что он сделал в прошлом, но Гелан убежден, что Немо хороший парень. Джув, однако, говорит Гелану, что он не может избавиться от ощущения, что Немо лжет. Далее Фария вызывает свою героиню, Юномию, и просит рассказать ей, что произошло в библиотеке. Юномия показывает ей проклятый кристалл на своей руке, и Фария спрашивает, не подверглась ли она нападению гения. Юномия говорит ей, что она должна быть осторожна, чтобы не узнать слишком много правды, так как она тоже может подвергнуться проклятию. Однако Фария готова рискнуть всем ради Немо, потому что она не может вынести мысли о его казни. Юномия убеждается, что она правильно поняла ее слова, и когда Фария говорит, что она настроена серьезно, Юномия решает отвести ее в старую библиотеку, чтобы раскрыть ей всю правду. Они заходят в комнату, где хранится проклятая книга, и Фария входит внутрь, но тут же оказывается во власти ее силы. В следующей сцене Гилдин встречается с одним из присяжных, который судит Немо и шантажирует его, чтобы тот сделал все возможное для оправдания Немо. После встречи с толстяком Гилдин выходит на улицу и видит там ожидающую его Ширли. К его удивлению, Ширли предлагает ему свою поддержку и говорит, что она на стороне Немо. Что касается Джу, то этот мускулистый парень тренируется в лесу, отрабатывая удары. Подозрительная змея Софиш подползает к нему и прислушивается. Джу рассказывает ей, что пока не знает, что делать, но Софиш говорит, что ему не стоит слишком беспокоиться о себе, потому что она верит, что он спасет их всех. Нем же пытается понять, кто он такой, потому что не может больше сказать, кто он есть на самом деле. Фария возвращается в разрушенную деревню Немо и находит дом, в котором он родился. Она заходит в полуразрушенное здание и находит семейную фотографию Немо с родителями, а также замечает, что на Неме надет странный красный кулон. Она выходит из дома и видит, что кулон лежит на полу. Она в замешательстве, не понимая, откуда он взялся, и когда она наклоняется, чтобы поднять его, появляется Рита и обвиняет Фарию в том, что она следит за ней. Фария пытается ей все объяснить, но Рите нет дела до того, что происходит. Она продолжает нападать на Фарию и пытается ее схватить. В конце концов, Фария побеждает ее и приказывает сдаться 7 рыцарям. Рита отказывается, встает и призывает силу своей доброты Ирен. Даже с огромной силой, которую она получила от Ирен, Фария все равно смогла противостоять ее огненным атакам. Тем временем София и остальные собираются на суд над Немо. После того, как все было сказано и сделано, они признали Немо виновным. Но когда они уже собирались вынести ему приговор, прибыли Ширли и Гилдан с императорским указом, который отсрочил казнь. Даже несмотря на это, София все равно приказала казнить Немо. Джу и Гаррет повернулись к Ширли и Гилдану, чтобы те увели Немо, но тут появилась Ферия и отдала Немо кулон настоящего Немо. Она заставила его признаться в том, что он убил настоящего Немо и занял его место, чтобы проникнуть в школу. Немо признался в том, что он убил настоящего Немо и склонил голову, признавая свою вину и умоляя Ферию убить его. Но, к его удивлению, Ферия пришла не для того, чтобы убить его. Вместо этого она пришла, чтобы встретиться лицом к лицу с настоящим врагом Софии. Джу и Гаррет в то время были одурачены настоящим врагом, поэтому они активировали силу своего преемника, чтобы сразиться с президентом Геланом и остальными. К счастью, Ферия успела вовремя добраться до школы на своем корабле, чтобы не сражаться со своими товарищами. Джу попытался уничтожить корабль, но Рёта, которая в тот момент управляла кораблем, оттолкнула его. Ферии удалось вовремя забрать Немо на свой корабль и улететь до того, как София убила бы его по-настоящему. Через несколько мгновений после того, как Рёта и Ферия спасли бедного Немо от неминуемой смерти, они рассказали ему правду о мисс Софии. Немо не мог поверить, что Рёта даже подумала о том, чтобы помочь им, не говоря уже о том, чтобы рассказать ему правду о Софии. К сожалению, она была права, когда Ферия рассказала ему все. Очевидно, София знала обо всем, что происходило до сих пор, и действовала тайно, чтобы заставить Немо использовать силу гения.
гения. Что касается того, как сработала печать, Фария говорит Немо, что скорее всего это произошло из-за того, что он использовал в Бурго Маунтинс устройство для взлома. Пока они обсуждают это, корабль сотрясается, и они видят знакомый фиолетовый оттенок магического вихря, исходящего от проклятой книги. Те, кто находится на Земле, тоже замечают появление вихря и понимают, что он может разрушить планету. Если их расчеты верны, то в течение следующих 60 часов вся планета будет поглощена этим вихрем. Вместо того, чтобы выяснить, кто в этом виноват, Гаррет тратит время на то, чтобы собрать силы и найти Немо, чтобы убить его, так как он считает, что именно Немо стал причиной появления вихря. Тем временем Ширли, Джу и Гилдан обдумывают свой следующий шаг. В то время как Гилдан и Ширли больше заинтересованы в том, чтобы узнать правду, этот мускулистый парень просто хочет убить Немо. Гаррет тем временем отправляется в кабинет Софии, чтобы получить еще больше темной энергии, чтобы быть достаточно сильным, чтобы победить Немо. Немо же в это время пьет чай, который ему подает его возлюбленная Фария. Немо продолжает сожалеть о том, что он сделал, но Фария, которая уже была влюблена в него по уши, говорит ему, что не стоит так думать. Вместо этого он должен думать о таких людях, как она, чья жизнь изменилась только потому, что он был самим собой. Сейчас Немо не должен думать о своих прошлых поступках, так как Фария считает, что Немо – это ключ к ее освобождению от миссии, которую она выполняла всю свою жизнь – стать героем. Они признаются друг другу в любви. Затем Фария принимает самое трудное решение в своей жизни и решает вернуться в Академию Гранд Сид, чтобы порвать с Софией. К счастью для нее, Немо разделяет ее чувства. Тем временем София проводит опасные эксперименты над Гарретом, чтобы дать ему достаточно сил, чтобы он помог ей победить Немо и его людей. Эллен собирает всю свою силу, чтобы управлять временем. Ее героиня Ванесса спрашивает, уверена ли она, что готова рискнуть своей жизнью ради спасения своего народа, и Эллен отвечает, что это того стоит. Особенно если это означает, что она сможет увидеть будущее, которое наступит после того, как все закончится. И вот все готово. Немо, Ретта и Фария возвращаются в Академию и оказываются в лесу, где они находят Джува вместе с Ширли и Гилданом, которые готовы остановить их. Ретта сдерживает их и дает Немо и Фарии время, чтобы добраться до Софии и помешать ей осуществить задуманное. Пока Ретта сражается со своими бывшими коллегами, Фария и ее парень идут в старую библиотеку, чтобы найти Софию. Ретта рассказывает Ширли и остальным о настоящем предателе среди них, и хотя Ширли и Гилдан соглашаются с ней, Джуф отказывается в это верить и случайно активирует силу, которую София вложила в него. Гилдан остается, чтобы спасти своего друга, и убеждает остальных идти вперед и помочь Фарии и ее парню. Добравшись до комнаты, где хранится книга времени, Юномия превращается в Фарию и объясняет все молодым людям. Между прочим, из Немо появляется гений, который становится его героем и встает рядом с Юномией. Вместе они раскрывают правду молодым людям. Юномия говорит им, что проклятие, заключенное в книге времени, это выдумка, и они просто хотели уберечь людей от этой книги, чтобы на них не повлияли ее изъяны. В воспоминаниях мы видим, как гений и Юномия сражаются с группой монстров, которых кто-то случайно выпустил из книги времени. В то время единственным оружием, способным запечатать книгу времени, был Легиус гения. Поэтому он заставил Юномию спеть ту самую песню, которую пела Фария, чтобы легко запечатать книгу. После этого он сливается с книгой своей душой и навеки связывает себя с ней. Теперь, когда София собирается снять печать, Фария немного волнуется и спрашивает его, откуда София так много знает о книге времени, если все это должно было оставаться в тайне. Возможно, кто-то был там в тот момент, когда происходила печать. Прежде чем гений успел что-то сказать, появилась София и рассказала им, что она была там в тот момент. София была влюблена в гения, который был влюблен в Юномию, и она ревновала. Фария спрашивает ее, как она смогла выжить спустя сотни лет, и София отвечает, что она возвращалась снова и снова, чтобы спасти мир. Много лет назад она хотела использовать вихрь, чтобы уничтожить мир и создать новый. Однако гений и Юномия не понимали этого и даже отвернулись от нее. Немо говорит ей, что он не позволит ей уничтожить мир, и даже нападает на нее. Однако София отражает его атаки и продолжает свой рассказ. Гений убил ее на следующий день после того, как понял, что она работает на Физиса. Софии каким-то образом удалось за эти годы перенести свое сознание в разные тела, чтобы отомстить гению за то, что он однажды предал ее любовь к нему. Фария спрашивает ее, почему она так одержима идеей убить Немо, и София отвечает, что это потому, что он единственный, кто может уничтожить книгу времени. Немного позже появляется Гаррет и отрубает Немо руки. София, завладев Немо, наносит ему удар в спину и называет его дураком за то, что он верит в ее добрые намерения. Теперь, когда София избавилась от Немо и Гаррета, никто не сможет помешать ее грандиозному плану по уничтожению мира с помощью книги времени. Но когда София уже думает, что все кончено, появляется Эллен и исцеляет Немо. Немо, с другой стороны, впадает в транс и видит перед собой настоящего Немо, которого он убил, прежде чем завладел его телом. Другой Немо был довольно спокойным и сказал ему, что он должен жить, чтобы сражаться за тех, кто его любит. Он помогает фальшивому Немо вспомнить, почему он сейчас жив, и возвращает его в реальный мир с помощью своего героя. Немо приходит в себя, и Эллен восстанавливает все части его тела. Эллен говорит ему, что он должен помнить, почему он должен жить, и когда он это понимает, Немо наконец получает свою карту преемника, чтобы сражаться на стороне гения. После того, как Эллен помогла
Немо восстановить руку и силы, она падает на землю, и ее поднимает Фиа. Эллен говорит Фиа, что смерть Немо будет означать конец их мира, каким они его знают. Понимая, что этого не должно произойти, она сумела повернуть время вспять, когда Немо чуть не лишился руки. Немо берет себя в руки и вступает в схватку с Софией. София же, в свою очередь, поглощает книгу времени и превращается в монстра с порталом на животе. Теперь, когда она стала отвратительным чудовищем, София считает, что может уничтожить Немо и надоедливых 7 хранителей, чтобы достичь своей цели, которую она вынашивала всю жизнь – уничтожить мир. В следующей сцене Гил'дан будет своего друга и говорит ему, что еще не время расслабляться, потому что худшее еще впереди. София тем временем продолжает расти и становится гигантской прямо на глазах у всех. Она делает глупые замечания о том, какой маленький этот мир. Но я думаю, что мы все понимаем, что ею движет зависть. Не теряя времени, она перемещает всех, кто находится на Земле, в порталы, ведущие в пространство и время, и создает физических монстров, чтобы те убивали людей и размножались. К счастью, Ферия и остальные успели вовремя и остановили создание физических монстров. Немо снова встречается со своим героем, гением, который говорит ему как можно скорее уничтожить Софицию, пока она полностью не погрузилась в вихрь времени. Рта, Джу и Гил'дан тоже приходят, чтобы поддержать Немо. Немо на мгновение отвлекается, чтобы поприветствовать всех и снова собрать их на поле боя. Затем он отправляется к лидеру группы Софиции. Тем временем Ширли проводит некоторое время со своей возлюбленной Эллен, понимая, что скоро умрет. Она просит Эллен остаться с ней навсегда, потому что не может жить без своей единственной настоящей любви Эллен. Ширли умоляет ее остаться с ней навсегда, потому что она тоже не может жить без своей единственной настоящей любви Эллен. Так или иначе, она убеждает Эллен выпить ее кровь и превратиться в вампира, чтобы та могла продолжать жить. Фария же вместе с Немо прибывает в главное тело. Немо пытается разрушить стену, защищающую главное тело, но Фария, собрав всю оставшуюся у нее силу, останавливает его. Она рискует ускорить действие проклятия, чтобы разрушить стену и позволить Немо войти в тело. Но как только она собирается это сделать, появляется Гаррет и, собрав все силы, пробивает дыру в фиолетовой стене. Его тело становится фиолетовым от воздействия кристаллов, но Гаррет, собрав всю свою злость, открывает дыру в стене, чтобы его люди могли войти. Фария и Немо наконец добираются до тела Софитии и пытаются убедить ее не управлять миром, но и не дать ему погибнуть. Софития, однако, говорит им, что управление миром не является ее целью. Так как для нее не существует истинного пути к счастью, то есть истинной любви, она может только пытаться уничтожить всех вокруг, как эгоистичная девчонка, какой она и является. Немо и Фария говорят ей, чтобы она заткнулась и прислушалась к голосу разума. Их герои и другие герои в один голос говорят Софии, что пламя в сердце никогда не погаснет, пока они вместе. София очень злится на Немо, потому что он не принимает ее желания. Она несколько раз подвергается нападению Немо и Фарии, прежде чем снова запечатывается и возвращается в свое тело. Немо и Ферия объединяют свои силы, чтобы сразить великана по имени София. В какой-то момент битвы Немо и Ферия используют свои способности. Немо — силу Легиса, а Ферия — свою молниеносную атаку, чтобы противостоять смертоносному лучу Софии. Это зрелище освещает все поле боя, и все наблюдают за этим удивительным проявлением силы и ловкости. В конце концов, Немо и Ферия все-таки побеждают Софию. Ферия на короткое время теряет способность использовать свою силу, но Немо все еще может стоять на ногах. София же, напротив, все еще держит в животе свой вихрь. Она устраивает грандиозное представление, чтобы доказать всем, что у нее еще есть планы по уничтожению врага. Немо забывает о своей гордости и превращается в свою истинную искусственную форму. Он хочет помириться с Ферией, прежде чем вступить в бой. Ретта, наблюдавшая за боем с другого конца, была немного шокирована, увидев, как искусственное существо сблизилось с героем, словно ничего не произошло. Немо вступает в бой с Софией и дает ей понять, что он сделает все возможное, чтобы жить дальше, потому что он не хочет, чтобы память о настоящем Немо была опорочена его смертью. В их последней схватке София наносит Немо удар в грудь, но он душит ее. Он дает своему герою достаточно времени, чтобы побыть со своей возлюбленной Софией. София умоляет гения признать ее своей возлюбленной и обещает вернуть все на свои места. Однако гений не готов доверять такой сумасшедшей женщине. Поэтому он жертвует собой и запечатывает книгу времени вместе с Софией. Немо и его люди наконец одерживают победу в этой битве. Со временем все постепенно вернулось на круги своя, и Эллен с Ширли стали любовниками. Теперь они одного поля ягоды. Что касается Джу, то он продолжает тренироваться, чтобы защищать всех, не зная, что он уже давно влюблен в Ширли и следит за ней. Гаррет каким-то образом остается в живых после драки и получает нагоняя от своих друзей за то, что плакал навзрыд и извинялся перед ними. Что касается Фарии и Немо, то они отправляются в путешествие, чтобы найти способ уничтожить книгу времени и навсегда предотвратить ее попадание в чужие руки. Немо больше не обладает силой, передающейся по наследству, но Фарию это не слишком беспокоит, ведь она может провести вечность со своим любимым. Немо тоже чувствует то же самое и отвечает ей взаимностью, и они вместе отправляются в это очень важное путешествие.